Силовой захват региона, военные бегут с позиции отступления, взятие новых территорий началось, угроза президенту, смена власти, в резиденцию готовы прийти с конвоем. Нападения в Москве и США уступили Путину, Зеленский бьет тревогу, 6 дней игнора, запрошена помощь. Экипаж погиб, большая потеря для Украины, Беларусь готовится к безналичному блэкауту, а Лукашенко обращается к ВСУ и Банковой. Берлин же против отдыха на могилах советских солдат. Как Германия допишет историю? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 1 июня на календаре. Приветствую всех новых зрителей на канале. Спасибо, что подписываетесь, жмете на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Нас уже более 900 тысяч. Всем, кто со мной ежедневно и столько лет, спасибо за поддержку. Я начинаю. Полная готовность. Эстонцы готовы взять оружие в руки. Согласно соцопросу по заказу Минобороны Эстонии, более 60% жителей страны заявляют, что готовы участвовать в защите государства. Среди этнических эстонцев этот показатель еще выше, почти 70%. О результатах исследования пишут местные СМИ. При этом более 80% опрошенных считают, что Эстония в случае нападения должна в любом случае оказать вооруженное сопротивление агрессору. Более половины граждан уверены, что страна сможет удержаться до прибытия подкрепления союзников. Также большинство эстонцев поддерживают регулярные сборы резервистов и положительно относятся к международным военным учениям, говорится в публикации. Наименее вероятной угрозой считают масштабное военное нападение на Эстонию 49%, а также распространение эпидемий и крупные промышленные аварии или экологические катастрофы. По оценке жителей, наибольшую угрозу миру и безопасности в мире представляют массовое распространение дезинформации и фейковых новостей, кибератаки, попытки России восстановить свое влияние в соседних странах и война России против Украины. Денег нет, но есть обеспокоенность. ООН на грани финансового краха. Организация Объединенных Наций, которая все чаще попадает под критику, стремительно движется к банкротству из-за того, что США и Китай одновременно задерживают выплаты, фактически используя финансирование как инструмент давления и борьбы за влияние внутри организации. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, задолженность США перед ООН превышает $4 миллиарда. Китай тоже задолжал более 400 миллионов долларов. В сумме именно Вашингтон и Пекин, сказано в статье, обеспечивают около 42% базового бюджета организации и одновременно становятся главным источником ее финансового кризиса. Ранее генсек ООН Антонио Гуттерриш предупреждал, организация вошла в гонку к банкротству и может столкнуться с финансовым коллапсом. По текущим прогнозам, денег у ООН хватит до середины августа этого года. Чтобы как-то свести концы с концами, ООН планирует сократить на четверть количество военнослужащих и полицейских, участвующих в 9 миротворческих миссиях по всему миру. Как будет выглядеть фактическая неплатежеспособность ведущей международной организации мира, пока не ясно. Однако сотрудники по всему миру могут остаться без зарплаты, что приведет к остановке продовольственных и программ безопасности. ООН не может брать кредиты, а ее руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации или увольнению сотрудников, чьи зарплаты составляют 70% всех расходов. Беларусь готовится к безналичному блэкауту. В ночь на 4 июня платежные карты могут массово прекратить работать или же будут работать, но с большими перебоями. На практически 6 часов банковский процессинговый центр вводит плановый, но технический локдаун. Причина – работы на оборудовании сети передачи данных. В это время возможны проблемы с оплатой картами в магазинах, кафе и других точках, подключенных к системе центра. Сбои также могут затронуть банкоматы, терминалы самообслуживания и пункты выдачи наличных. Чтобы никто нигде и ни в чем не мог вас ограничивать, самое лучшее решение в это нестабильное время – это выбор безопасного криптосервиса, например, карты с кошельком под названием Gem. Ее можно подключить к телефону в Apple Pay или Google Pay и использовать Gem в магазинах, кафе, онлайн-сервисах в большинстве стран мира. Лимиты на одну покупку $250 тысяч, а за день при желании можно потратить $500 000. Карта выпускается серьезным международным провайдером, у которого есть вся необходимая документация. Бояться последствий европейских регуляций нет смысла. Вы можете подключить любой криптокошелек, которому доверяете, к карте Gem, и пополнять ее моментально в одном приложении.
Раньше нужно было отдельно держать токены другой валюты, чтобы оплатить комиссию. Это было неудобно. Джем решил эту проблему, и теперь можно отправить хоть $1 миллион на кошелек родным или по работе, а заплатить лишь $1,5 комиссии, которые спишутся сразу с тех же криптодолларов USDT. Для оформления карты и доступа к большинству опций сложные документы и выписки не нужны, нужен лишь номер телефона и email. Приложение вы можете скачать по ссылке в описании под этим видео, а при оформлении карты $15 вы получаете обратно на счет. Угроза президенту, отставка, импичмент и в целом смена власти. Время главы государства истекло, он должен по доброй воле уйти в отставку, либо уже сегодня его выведут из офиса под конвоем. На это намекает премьер-министр Венгрии Мадер. Срок подачи заявления от венгерского президента Тамаша Шуяка истек сегодня ночью, написал Мадер в соцсети. Терпение у премьера лопнуло, и он пообещал, что в первый рабочий день недели он лично нагрянет к главе государства, но не один. Сегодня в полночь истекает срок, установленный для отставки. В понедельник в 8 часов утра я вместе с министром юстиции навещу президента республики Тамаша Шуяка. Напомню, новый глава правительства Венгрии Мадер неоднократно призывал Шуяка освободить президентское кресло. По его словам, люди из команды экс-премьера Орбана потеряли легитимность, поскольку при прошлой власти они не защищали верховенство права. Шуяк, в свою очередь, отказался уходить, записал обращение и заявил, что законных оснований для его отставки нет. И даже обратился в Венецианскую комиссию, чтобы там разобрались, кто прав. Если венгерский президент и на этот раз пойдет в отказ, пишут СМИ, парламент, а у партии Мадера Тисе большинство голосов, начнет процедуру импичмента президента и внесет поправки в Конституцию для ускорения этого процесса. Большая военная потеря для страны. Удар по украинскому флоту. Российский дрон «Камикадзе» атаковал катер ВСУ Украины в Одесской области у города Южное. Погиб весь экипаж. Об этом накануне сообщило местное издание «Махала». Все произошло, когда моряки выполняли боевое задание в Черном море, говорится в материале. Также гибель одного из военнослужащих, Сергея Павлова, подтверждает Софьяновская территориальная община Одесской области, откуда был родом украинский военный. Побратим Сергея рассказывал, что российский БПЛА типа «Шахед-136» поразил катер ВМС, в результате чего погиб весь экипаж. Главный старшина Ануфриев Андрей Олегович и матросы Руденко Владислав Викторович, Довгашей Василий Васильевич и Павлов Сергей Владимирович. 6 дней молчания, полный игнор. Зеленский заявил, что администрация Трампа и Конгресс, которым он отправил письма еще на прошлой неделе с просьбой срочно увеличить поставки противоракет, до сих пор не дали никакого ответа. Он заявил, что США очень мало производят то, чего и так уже не хватает в мире. Речь опять же о ракетах для ПВО. Зеленский вновь заявил о готовности встречи с Путиным и недоволен, что США уступают Путину. Речь о санкциях. Он раскритиковал ослабление санкций против российской нефти и призвал усилить давление на Москву. По его словам, любые послабления напрямую помогают российской армии и оборонной промышленности, не оказывая заметного влияния на мировые цены на топливо. В срочном заявлении в эфире CBS News Зеленский заявил, что запросил помощь у США в виде предоставления еще и лицензий. «Нам необходимо наращивать производство. Я знаю все крупнейшие компании в США, замечательные компании, но только Соединенные Штаты способны производить такие объемы. 60-65 ракет в месяц для нынешних вызовов – это ничто. Россия это знает, это не секретная информация. Нужно значительно расширять производство. Германия уже получила некоторые лицензии. Я просил предыдущую администрацию и сейчас прошу нынешнюю администрацию предоставить лицензии Украине». Армия пошла в атаку, силовой захват региона и переломный момент в войне. Цахал расширяют зону наступления. В Европе выступают против оккупации чужой страны. Массированные удары наносятся по Ливану. Накануне израильская армия устроила масштабную наземную операцию. На территории соседней страны была пересечена река Литани. Произошел захват стратегических высот. В руки Израиля перешла и стратегическая крепость Бафор.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что армия преодолела барьер страха, это цитата, и получила приказ расширять зону наступления. И уверяет, что военные Хизбаллы бегут с позиций. Я разговаривал с командирами бригад. Это смелые командиры, которые находятся непосредственно на территории боевых действий и ведут за собой героических солдат. Они сказали мне: премьер-министр, мы выполняем поставленную задачу, мы идем вперед, а Хизбалла спасается бегством. И я ответил им: я с вами весь народ Израиля. Франция резко раскритиковала расширение израильской операции в Ливане и потребовала срочного заседания Совета Безопасности ООН. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал события оккупацией и предположил, что действия Израиля могут еще больше обострить конфликт, несмотря на действующее перемирие. Ничто не может оправдать продолжение военных операций в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории, добавил глава французской дипломатии в эфире программы BFM «Политика», оценив, что для Израиля это является серьезнейшей ошибкой. Тем временем Трамп потребовал внести изменения в уже согласованный проект ядерной сделки с Ираном, из-за чего переговоры снова затянулись. По данным Axios, президент США хочет более жестких и конкретных условий по передаче иранского обогащенного урана, а также пересмотра некоторых пунктов, связанных с Ормузским проливом. В Белом доме уверены, что сделка все равно будет заключена, однако сроки ее подписания теперь снова сдвигаются. Иран также подтверждает, что окончательный текст пока не утвержден. Лукашенко обратился к Генштабу ВСУ. Минск внезапно ответил командующему силами беспилотных систем Роберту Мадяру Бровди, который буквально несколько дней назад предупреждал Лукашенко о том, что на территории Беларуси для украинских военных определены 500 целей, если Лукашенко пойдет войной против Украины. Лукашенко в ответ уверяет, что у Беларуси есть одна цель на территории Украины. Помимо этого, он обратился к Зеленскому. Павел, они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть мне Владимир Александрович извинит за это, но это трёп какой-то. Напомню, Зеленский и главком ВСУ Сырский заявляют о возможной угрозе наступления со стороны Беларуси. Север Украины снова начали готовить к обороне. В приграничных областях усиливают рубежи, проводят проверки и готовят планы эвакуации. Сам же Лукашенко уверяет, что никто нападать не собирается. В Берлине хотят дополнить цитаты Сталина и восстановить историческую справедливость. Содержательно обновиться может советский мемориал в знаменитом Трептов-парке. В Палате депутатов Берлина социал-демократы и зеленые предлагают перепрошить памятник, добавить к цитатам Сталина информацию о его преступлениях и упоминание о пакте Молотова-Риббентропа. Инициатива, как пишет Вельт, уже оформлена в виде резолюции. В СДПГ настаивают, исторический контекст должен включать и секретный протокол 1939 года, по которому СССР и нацистская Германия фактически разделили Восточную Европу перед Второй мировой войной. Чтобы донести эту информацию до всех посетителей, депутаты настаивают на новых табличках, информационных стендах и QR-кодах. Но это еще не все. СДПГ требует также сделать видимыми имена советских солдат, погибших при штурме Берлина, и обозначить места их захоронений. Сейчас, по описанию критиков, ситуация выглядит так, что над невидимыми могилами люди играют в футбол, пьют пиво и загорают. Монументальные цитаты Сталина, представляющие Советский Союз как миролюбивое государство и тем самым скрывающие согласованную с гитлеровской Германией советскую агрессию против Польши, стран Балтии и Финляндии, нуждаются в критическом комментарии, заявил депутат СДПГ Александр Фрайбер-Винтерверб газете «Вельт». Нападение в Москве – большой скандал в российской столице. Москвички избили девочку из Бурятии. СМИ публикуют подробности инцидента, который произошел несколько дней назад в одном из ЖК Москвы. Мать пострадавшей 14-летней школьницы рассказала, что дочка пришла в гости к подруге, но не смогла открыть дверь в общий коридор, поскольку забыла код. Девочка дернула дверь, после чего из соседней квартиры вышли две женщины. Они обзывали девочку узкоглазой, кричали, чтобы она убиралась из дома, утверждает мать, а после перешли к ударам, в том числе и самокатом.
История вызвала резонанс на федеральном уровне. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что взрослые обидели ребенка по национальному признаку и дошли до рукоприкладства, и поручил властям республики разобраться в этом деле. Сами участницы конфликта отрицают избиение, одна из женщин назвала произошедшее несчастным случаем. Через адвоката семье пострадавшей предложили мировое соглашение и компенсацию в 50 тысяч рублей. Однако родители отказались. Большой куш. Студентка выиграла целый остров. 27-летняя Мариам Вискиман из Германии стала победительницей необычного конкурса, который проводится в Швеции. Она сняла видео, в котором рассказала, почему Швеция занимает особое место в ее сердце, и на днях девушку объявили хранительницей необитаемого шведского острова Марстен. Он крошечный, размером всего 180 на 50 метров, и большую часть времени там хозяйничают лишь бакланы. Также Мириам получила денежный приз. Это ваучер на 20 тысяч шведских крон, это почти 2200 долларов. Правда, в конкурсе оговаривается одно условие. Остров не переходит в собственность, а по сути сдается победительнице в бесплатную аренду на целый год, до июня 2027 года. По данным организаторов, желающих заполучить хоть и ненадолго островок было более 2500 человек из 100 стран. Цель лотереи – напомнить миру о сотнях тысячах островов Швеции. Вильнюс утонул в розовом борще. Фестиваль розового супа на этих выходных прошел в столице Литвы. На знаменитый литовский шультибаршчай, то есть холодный борщ, съехались около 20 тысяч туристов, говорят организаторы. Все дело в зрелищности, ведь все фестивальные локации оформлены в розовом цвете национального блюда. И, конечно же, все желающие могут вдоволь дегустировать суп и даже посоревноваться в забегах с тарелкой свекольника. Это первое блюдо особенно популярно летом, поскольку подается холодным. Основные ингредиенты супа – это свекла и кефир, а подают его со свежими огурцами, зеленью и вареными яйцами. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.